когда ты помираешь, и все никак не помрешь, даже при том, что все были уверены, что именно так это будет. Ну, формально оно так и должно было быть. А еще и в прибавок ко всему, будучи 61 килограмм при росте 180 плюс, я выглядел очень грустно. Но тут каким-то чудом я еще и начал поправляться, находясь в больнице. Это не меняло взгляда врачей на то, что происходит и как все должно закончиться, скорее всего. Но потом был и второй положительный момент. Терапия сначала как бы не приносила результатов, давала больше вреда, чем пользы, как я говорил уже ранее, ну, в моем понимании. Но после следующих анализов мои клетки изначально были 5 CD4 клеток. После начала приема терапии мне стало дико херово, но клеток стало 8. А вот уже после вторых анализов клеток стало гораздо больше, их стало около 27, дай бог памяти, точно не могу сказать. Ну и это уже начало наталкивать на мысли, на разные мысли. Вопрос в том, что поживу я или не поживу, ну во всяком случае уверенность в том, что я умру в этой больнице, уже отпала. Тут уже вопрос стоял чуть по-другому. Вывезу ли я это? И будет ли продолжаться положительная тенденция? И как дела пойдут дальше? Но при этом раскладе с ногами лучше не ставало. Хоть и с весом стало чуть лучше. Они взяли повторно спинномозговую пункцию. Они подключили ко мне какие-то приборы, пробивали меня там ноги до пояса током. Реакции практически не было. Вердикт остался тот же, что в мозге уже там критические изменения, какие-то клетки там или нервы поотмирали. Я не могу точно процитировать, как они это сказали. Но тем не менее, я начал понимать, что возможно все будет, ну, относительно нормально, насколько это возможно вообще в данной ситуации. И я начал фильтровать и думать, что и как дальше, если я вывезу эту больницу и выйду из нее. Потому что если на тот момент, когда я думал, что все, конец, у меня отпали все головные боли в плане денег, ну, практически. Понятно, что какие-то вопросы я там все равно решал, но так-то мыслей на перспективу не было. А так как я долго шел к этому состоянию и к больнице, и за это время я уже работать толком не мог и потратил практически все, что у меня было. Беготня по врачам, постоянно какие-то анализы, поиски причин того, что происходит. Ну как, сначала сыпь какая-то там дикая по всему телу к дерматологу. Куча бабок ушла, мази, все такое. Там к тому. Не то, что я жил в больнице, но я так пытался что-то, мелочи какие-то понять, что происходит, но не суть. В общем, тут уже запахло тем, что, возможно, скоро поднимется вопросы выписывать меня из больницы, о чем, ну, разговора об этом не было, но я на это надеялся. Начал надеяться. И, естественно, начали появляться финансовые вопросы, какие я не мог решить. И тем более понимание того, что если я действительно не буду ходить, то как вообще двигаться дальше? Понятно, что если руки и ноги, допустим, даже не работают, можно пытаться думать головой и работать таким образом как-то. Но я не приспособлен. Я, к сожалению, не скажу, что полный баран, но, к сожалению, я привык работать руками всю свою жизнь осознанную. И поэтому начался стресс, начались мысли, начались поиски вариантов. Естественно, просить чьей-то помощи я не хотел, потому что
Ну, потому что не хотел. Я не люблю, я привык всю жизнь все свои проблемы решать сам, без вмешательства извне. Ну и вот, когда появился лучик среди туч, то должно было по логике вещей стать вообще легко, хорошо, прекрасно. Но вместо этого появились какие-то напряги, проблемы. И это даже при том, что еще даже не было понятно, не рано ли я радуюсь. Ну а дальше были еще и очень плохие моменты, и не очень плохие. Если кому-то будет интересно, конечно же, я расскажу об этом дальше.